Привет! Меня зовут Сергей, и сейчас на столе у меня гроздь шикарного винограда, и она нам говорит о том, что сегодня мы тоже будем плести виноград. Вот такая гроздь у нас получится. Некоторые виноградинки даже улыбаются, радуясь, что мы их скоро съедим, наверное, или радуются тому, что мы их вообще не съедим, потому что они сделаны из резинок. Если вы делали вишенку по моему уроку, то плетение винограда практически ничем не отличается от плетения вишни, кроме цвета и кроме чуть-чуть некоторые отличия в листочках, но и то совсем-совсем без, можно сказать, без отличий. Поэтому вам будет очень просто плести этот виноград. Ну а для тех, кто не смотрел урок по вишне, я записал подробно, как все-таки каждую виноградинку плести и как плести листочки. Ну что ж, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков первых двух рядов смотрят в правую сторону, а открытые стороны столбиков дальнего ряда смотрят в левую сторону. Плести виноградинки я буду из резинок фиолетового цвета. Сейчас примерно в центре станка мы накинем пару фиолетовых резинок с центрального столбика на столбик дальнего ряда. Затем возьмем еще одну пару и на этот же столбик центральный накинем и на столбик дальнего ряда, но который находится рядом с предыдущим. Теперь представим, что вот это у нас центр, и от него идут лучи. И по всему кругу нам нужно такие лучики накинуть. Поэтому еще пару накидываем по центральному ряду. Еще одну пару накидываем с ближнего ряда на центральный. Еще одну рядом. И последняя пара у нас идет, опять же, с центрального ряда на столбик этого же ряда, но который у нас самый-самый центральный. Теперь возьмем одну резинку и накинем ее на вот этот столбик, который в центре. 4 оборота. Накинул, это один оборот, закручиваю второй оборот, закручиваю третий и четвертый оборот. Если у вас резинки плохо тянутся, то вы можете закрутить не 4, а 3 оборота. Теперь нам нужно захватить каждую пару резинок из центра и накинуть на соответствующий столбик. Отодвигаем тыльной стороной крючка резинку, которую мы только что накручивали, и захватываем пару резиночек, которые находятся выше всего. В моем случае эта пара относится к столбику центрального ряда, я ее сюда и накидываю. Следующую пару захватываем изнутри, которая находится теперь выше, и накидываем на тот столбик, к которому она тоже принадлежит. Она принадлежит в моем случае вот этому столбику, я ее сюда и накинул. Следующая пара. Четвертая. Пятая. И, наконец, шестая пара. На всех столбиках опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно накинуть по кругу резинки парами на каждые два столбика. Берем две резиночки, накидываем вот на эту пару столбиков. Следующие две резиночки на следующую пару столбиков. Еще две резинки. И так по кругу. Теперь на каждом столбике смотрим на боковую сторону. Внизу у нас есть 4 резинки нижнего слоя, а чуть выше 4 резинки верхнего слоя. Мы нижние 4 резинки захватываем, натягиваем и скидываем со столбика с внешней стороны внутрь. На следующем столбике захватываем 4 нижних и скидываем их с внешней стороны внутрь. На вот этих центрального ряда столбиках тоже с внешней стороны скидываем здесь. А чтобы на дальних столбиках было удобнее это сделать, мы просто поворачиваем станок другой стороной и здесь снимаем уже нижние резиночки. 4 нижних. И здесь 4 нижних.
Теперь получившуюся конструкцию нам нужно слегка расширить. С центральных столбиков мы расширяем резинки, все, которые на них находятся, на соседние столбики этого же центрального ряда. Здесь все 4 захватываю, натягиваю их и накидываю вот на этот столбик. С этой стороны точно так же захватываю все 4 резиночки, натягиваю и накидываю на соседний столбик. Вот с этими оставшимися столбиками нам нужно поступить немножко по-другому. А именно так. Нам нужно со столбика захватить 2 верхних резинки. Захватываем и смотрим, откуда они идут. Они у нас идут вот с этого столбика центрального. Это нам и нужно, и поэтому эту пару мы накидываем на соседний столбик, а другую пару оставляем там, где она и была. На следующем столбике захватываем верхнюю пару, смотрим, откуда она идет. Нам нужно, чтобы пара шла вот с этого центрального столбика, а она идет вот отсюда, со столбика этого же ряда. Такой вариант нам не подходит, поэтому мы временно придерживаем эту пару пальцами и захватываем следующую пару. И она уже у нас идет вот с этого центрального столбика. Видите, как будто бы из центра эта пара уходит. Накидываем на соседний столбик. А то, что придерживаем пальцем, мы возвращаем на тот столбик, с которого чуть ранее эту пару снимали. Чтобы разобраться с оставшимися столбиками дальнего ряда, мы поворачиваем станок. Захватываю здесь пару верхних резинок, смотрю, откуда идет. Из центра. Это нам и нужно, поэтому мы эту пару накидываем на столбик, который чуть дальше находится. Здесь захватываем верхнюю пару. Видите, она идет вот с этого столбика, нам не подходит. Придерживаем пальцами, захватываем следующую пару. Она идет из центра, поэтому мы на соседний столбик ее накидываем, а вот это дело возвращаем обратно, откуда только что эту пару сняли. На всех столбиках опускаем резинки вниз, и сейчас по кругу нам нужно накинуть пары фиолетовых резинок уже на более такую расширенную деталь. 2 резиночки, дальше еще 2, затем еще 2 и до конца по кругу. Теперь с каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда. На всех столбиках, кроме вот этих 2, у нас к нижнему ряду относятся 2 резинки. Вот здесь 2 захватываем, скидываем. Здесь 2 захватываем, скидываем. Еще. А вот на этом центральном столбике у нас 4 резинки внизу. Мы их захватываем и тоже скидываем. На этом центральном тоже внизу 4. Снимаем их. Поворачиваем станок, и нам осталось с 4 вот этих столбиков снять резиночки нижнего слоя. Опускаем вниз. Следующий слой у нас будет слоем с глазами. Глаза можно делать из резинок черного цвета, а можно делать из бусин. Я сначала покажу вариант с резинками. Беру одну резинку и накручиваю ее на крючке 4 оборота. Накинули 1 оборот, закручиваем 2, далее 3 и 4 оборот. Далее берем пару фиолетовых резинок, накидываем их на столбик, на крючок и снимаем на этот крючок 4 оборота черной резиночки. И вот эту заготовку мы накидываем на пару столбиков центральный, а другую часть накидываем на столбик, который относится к дальнему ряду. И вот одна деталь, одна заготовка для глаза у нас готова. Теперь мы сделаем еще одну такую же деталь для второго глаза. 1, 2, 3, 4 оборота закрутили черную резинку. Далее берем 2 фиолетовых, накидываем на кончик крючка и снимаем сюда вот эти 4 оборотика. Размещаем одну часть на центральном столбике, а другую часть на столбике ближнего ряда.
И таким образом мы с вами сделали сейчас глаза из резиночек. Я же предпочитаю делать глаза из бусин размером 6 мм, и поэтому сейчас такой вариант тоже сделаю. А вот эти заготовки с резинками я сниму. Если же вы именно из резинок предпочитаете делать, то, конечно, вам эти заготовочки снимать не нужно. С помощью проволочки для плетения бисером я сейчас накину вот эту бусинку на пару фиолетовых резинок. Сначала проволоку сгибаю, затем накидываю на один конец проволоки бусинку, а на другой конец проволоки накидываю 2 фиолетовых резинки. Накидываю теперь на эти резинки вот эту бусинку и размещаю примерно по центру. И теперь одну часть накидываем на центральный столбик, а другую часть на столбик дальнего ряда. Это один глаз получился. И заготовку для второго глаза я накидываю одну часть на центральный столбик, а другую часть на столбик ближнего ряда. И сейчас вот так глазки накинуты. На все оставшиеся столбики, чтобы у нас получился полноценный ряд, мы с вами должны накинуть фиолетовые резинки парами. Сюда пара, дальше пара, еще и так далее. С каждого столбика снимаем 4 резинки нижнего ряда. Захватываем и с внешней стороны скидываем, как мы это уже очень хорошо умеем делать. Следующий слой будет слоем с щечками. Процесс создания щечек точно такой же, как и процесс создания глаз с помощью резинок. Щечки мы с вами будем делать из красных резинок. Возьмем одну и накрутим ее на крючке 4 оборота. Накинули 1, 2, 3 и 4 оборот. Захватываем теперь 2 фиолетовых, накидываем на кончик крючка и скидываем на них 4 оборота красной. Размещаем на те же столбики, что и глаза. То есть одну часть на столбик дальнего ряда, а другую часть на центральный столбик. Это одна щечка, и вторую щечку сейчас сделаем. 1, 2, 3, 4 оборота красной резинки. Теперь пришла очередь фиолетовых. 2. Накидываем на них вот эти оборотики и размещаем одну часть на столбик ближнего ряда, а другую часть на столбик центрального ряда. На все оставшиеся столбики, чтобы получился полноценный слой, мы накидываем резинки парами по 2 штучки, то есть на каждые 2 столбика. Теперь с каждого столбика снимаем 4 резинки нижнего слоя. Теперь давайте сделаем рот. Рот у нас делается из одной черной резинки. Берем ее и накручиваем на крючке 2 оборота. Накинули, повернули восьмерочкой и накинули еще раз. Вот 2 оборота у нас готовы. Теперь мы должны захватить все резинки, которые находятся на центральном столбике между глазами. Натягиваем их и на эти резиночки скидываем вот эти получившиеся 2 оборота черной резинки. Теперь снимаем со столбика фиолетовые, которые на нем находятся, и двигаем черную ближе к центру. Придерживаем и возвращаем на столбик фиолетовые, которые мы только что сняли. И черные у нас оказались теперь за столбиком, что нам и требовалось. Далее, прежде чем мы накинем резинки для следующего слоя, давайте поднимем центральную часть немножко наверх. Я захватываю центральные резинки и поднимаю их таким образом, чтобы они выше столбиков находились.
Но действовать нужно аккуратно, чтобы резинки не слетели с наших крайних рабочих столбиков. Вот с этих. Я немножко поднял центр. И теперь нам нужно накинуть целый круг, накидывая резинки по 2 штучки на каждую пару столбиков. И, как обычно, с каждого столбика захватываем 4 нижних резинки и с внешней стороны скидываем внутрь на всех столбиков нашей фигуры. Опускаем резинки вниз на всех столбиках, кроме центральных, а в центре наоборот. Мы поднимем нашу будущую виноградинку чуть выше. Теперь мы уже идем к концу, и поэтому немножко сужаем нашу конструкцию. И на данный момент нам нужно убрать резинки с угловых столбиков вот с этого и вот с этого. И с правой стороны тоже. Вот с этих столбиков убираем резинки. И делаем мы это так. Сначала захватываем пару резинок, которые находятся выше всего. Всего здесь 4 резинки, а мы захватываем лишь верхнюю пару. И смотрим, откуда она идет. Она идет вот с этого столбика, и поэтому мы накидываем ее на противоположный. Следующую пару захватываем, снимаем со столбика. Она идет у нас вот отсюда, и поэтому мы накидываем ее на столбик центрального ряда. С этим столбиком разбираемся. Захватываем пару верхних резинок. Если они у вас не по порядку лежат, то вы постарайтесь так разложить на этом столбике, чтобы они шли по порядку. То есть сверху, если вы взяли пару, то она с одного столбика идет. В данном случае вот с этого я накидываю ее, значит, на противоположный. И оставшуюся пару снимаю, она идет у нас вот отсюда, и поэтому накидываем ее наоборот, на столбик ближнего ряда. Поворачиваем станок и разбираемся вот с этими столбиками. Захватываем верхнюю пару. Откуда идет? Вот отсюда. Поэтому накидываем на ближний столбик. А соответственно другую пару на противоположный, то есть на центральный. И наконец последняя у нас осталась. Последний столбик. Снимаем 2 резинки. Они идут вот отсюда, поэтому накидываем на центральный. Здесь у нас осталась последняя пара, мы ее накидываем вот на столбик ближнего к нам ряда. Теперь нам нужно опустить резинки на всех столбиках и накинуть круг. Хотя это будет не совсем круг, скорее ромбик, потому что накидывать резинки парами нам нужно только на те столбики, на которых есть на данный момент резинки. То есть на центральный и затем вот на этот столбик дальнего ряда. По дальнему ряду на соседние 2 столбика. Теперь переходим к центральному. Далее переходим к столбику ближнего ряда. По ближнему ряду идет пара. И от столбика ближнего ряда к столбику центрального ряда тоже парочка идет. Теперь с каждого столбика мы снимаем резинки нижнего слоя. На некоторых столбиках, в частности вот на этих 4, к нижнему слою у нас относятся 6 резинок. А вот на этих столбиках к нижнему слою у нас относятся 8 резинок. Именно их все и нам нужно снять. Здесь ищем 6 нижних резинок. Захватываем. Можно частями, если вам сразу все 6 не захватить. Вот я за 2 раза снял. Или можно, если вы сразу все 6 хорошо видите, то их захватить и скинуть все сразу. Поворачиваем станок. Давайте разберемся вот с этими столбиками. Захватываю нижние 6 и снимаю их с этого столбика. На соседнем точно так же снимаем. У нас остались столбики центрального ряда. Здесь посложнее, потому что у нас 8 резинок. И скорее всего нам придется сделать в 2 раза. То есть мы часть захватываем, где-то 4 нижних резиночки. И еще 4 нижних тоже захватываем и скидываем с этого столбика. Здесь тоже
захватываем несколько нижних, скидываем. И еще несколько нижних захватываем, скидываем. Теперь на каждом столбике у нас по 4 резинки. Вот с этих столбиков центрального ряда нам нужно перетащить резинки ближе к центру. Захватываю все 4, снимаю резиночки вот отсюда с центра и накидываю на столбик те резинки, которые у меня сейчас находятся на крючке. 4 штучки накидываем вот сюда. Здесь тоже снимаем резинки и двигаем ближе к центру. Аккуратненько сняли. Снимаем еще вот эту центральную часть, чтобы у нас освободился столбик. И на него накидываем резинки, которые у нас на крючке. Отлично. И сейчас нам нужно снять те резинки, которые у нас находятся на нашем станке, на пару фиолетовых резинок. И делать мы это будем безопасным способом. Накидываю пару фиолетовых на любые два столбика, на которых есть резинки, и скидываю на эту пару нижний слой. Захватываю 4 нижних, скидываю на эту пару. И на другом столбике тоже 4 нижних захватываю и скидываю на эту пару. Теперь эту пару резинок мы двигаем дальше. Захватываю одну часть, передвигаю на соседний столбик, на котором есть резинки, и другую часть этой пары захватываю и передвигаю на столбик соседний, на котором есть резинки. И снимаем с этих столбиков резинки нижнего ряда. По 4 штучки. Здесь. И на противоположном столбике тоже 4 нижних резинки захватываю и скидываю. Эту пару еще дальше двигаем на оставшиеся два столбика. Здесь захватили, передвинули. И на дальнем столбике тоже вот эту пару захватываю и перетаскиваю ее на столбик, на котором 4 резинки. И уже с этих столбиков мы скидываем резинки нижнего слоя. Здесь. И на последнем столбике 4 нижних захватываю и скидываю. Заводим крючок в тот столбик, на котором у нас остались резиночки. Сюда снимаем со столбика. И вот сюда снимаем со столбика. Станок временно откладываем в сторону. Сейчас у нас вот такие резинки на крючке. И из них нам нужно сделать петлю, проведя одну часть этой пары внутри другой части этой пары резинок. И насколько позволяет прочность ваших резиночек, затяните эту петлю. Чтобы резинка никуда не делась и не расплелась, мы ее с вами сейчас вплетем в какие-нибудь петельки. Я захватываю рядышком несколько петелек, захватываю торчащую петлю и вплетаю ее внутрь. Она все еще у нас торчит, поэтому мы еще в какие-нибудь петельки заведем крючок. Захватываю торчащую и вытаскиваю. И все равно она у нас торчит, поэтому еще в несколько заведу крючок и протащу. Все, у нас одна виноградинка готова. Давайте ее вот так расправим, чтобы она больше была похожа на круг. И сейчас нам нужно сделать стебелек, на котором растет виноградинка, и делаем стебелек мы так. Нам нужно завести крючок в верхушку виноградинки с одной стороны и вытащить крючок с другой стороны. И на крючке сейчас находятся резинки, резинка, которую в самом начале плетения мы с вами 4 оборота закручивали. Вот она. Теперь берем тот цвет, который мы будем использовать для стебля. Я буду использовать бордовый цвет. Беру 2 резинки, накидываю на кончик крючка и протаскиваю сквозь петли, которые у меня на крючке сейчас есть. Вторую часть на крючок. Теперь уже берем одну резинку, скручиваем ее на пальцах в 2 оборота, накидываем на кончик крючка и протаскиваем сквозь те резинки, которые на крючке есть. Другую часть накидываем на крючок. Еще одну резиночку берем, тоже скручиваем ее в 2 оборота, накидываем на крючок и протаскиваем. Еще разочек сделаем так же.
И у нас потихонечку начинает формироваться веточка. Сделайте эту веточку размером где-то 5 или 6 звеньев, сделанных из бордовой резинки. Вот примерно так, можно чуть больше, можно чуть меньше. Мы с вами, если что, можем увеличить этот стебелек или наоборот, уменьшить его. Теперь поставьте это видео на паузу или отмотайте назад и сделайте еще таких виноградинок столько, сколько вы хотите видеть их на своей готовой грозди винограда. Я сделал примерно 10 или 11 штучек, и сейчас мы с вами перейдем к процессу их соединения друг с другом. Начинаем соединение виноградинок следующим образом. Я сделал вот такую одну виноградинку. Кстати, некоторые виноградинки я делал без глаз, а некоторые с глазами. Так, мне кажется, получится более разнообразно. И на одной виноградинке я сделал более длинный стебелек. Эта виноградинка у нас будет самой центральной. Я ее пока временно сниму со вспомогательного крючка и накину на крючок одну и вторую виноградинку, у которых стебелек где-то 7 звеньев, наверное. Накинули. Теперь накидываю вот эту наиболее длинную виноградинку, она будет центральной. Протаскиваю петли сквозь крючок и накину еще одну виноградинку, у которой стебелек тоже не очень длинный. Сюда и сюда. Теперь эти виноградинки мы должны скрепить друг с другом парой бордовых резинок. Беру пару, накидываю на крючок и протаскиваю на эту пару все заготовочки виноградинок, которые у меня получились. Другую часть этой пары накидываем на крючок. И сейчас наберем высоту стебля. Еще буквально 2-3 звена сделаем из скрученной вдвое бордовой резинки. Скрутили, накидываем на крючок и протаскиваем сквозь вот эти петли. Вторую часть накидываем обратно на крючок. И еще одну петельку сделаем, накинем дальше. Теперь берем следующую виноградинку, а даже, наверное, можно и 2 взять. И поступим вот так. Я сниму сейчас петли вот отсюда, накину петли одной маленькой виноградинки. Затем накину петли центрального стебля. И затем накину следующую виноградинку, у которой не очень длинный стебелек. И опять соединяем виноградинки парой бордовых резинок. Накидываю на кончик крючка и снимаю вот сюда. 1, 2. Те заготовки, которые у нас на крючке сейчас находятся. И 3. Накидываю другую часть на крючок. И еще стебель чуть-чуть увеличиваем, буквально парой звеньев, состоящих из скрученной вдвое бордовой резинки. Вот скрутил вдвое и еще одну тоже скрутил вдвое, накидываю. Так, снимаю аккуратненько с крючка петли и беру еще 2 виноградинки. Одна и вторая. Сначала одну виноградинку накидываю на крючок. Если бы у меня было много вспомогательных крючков, то я, конечно, бы эти петли не просто снимал, а на крючки накидывал, было бы проще. Или, например, на спички можно скидывать. Так, теперь накидываю на крючок обратно петли стебля. И еще одну виноградинку. У нас получается, что в центре у нас стебель, а по бокам находятся виноградинки. Так, берем пару бордовых резинок и снимаем на них 1, 2, 3.
вторую часть накидываем на крючок. И опять увеличиваем на буквально там пару звеньев из скрученной вдвое бордовой резинки. Отлично. Теперь еще берем виноградинки и увеличиваем по той же самой схеме. Можно даже более короткие делать стебельки, чтобы виноградинки были более плотно прикреплены к стеблю, к основному. Так. Снимаю. Буквально 3 звена я оставил, здесь тоже. После виноградинки накидываю на стебель крючок. Захватываю петельки стебля. И теперь захватываю петельки другой виноградины. Так, опять их соединяю с помощью пары бордовых резинок. Снимаю на эту пару бордовых все, что у меня на крючке есть. Вторую часть накидываем на крючок. И у меня осталось 2 виноградинки, и сейчас я их прикреплю тоже тем же способом. Снимаю виноград, гроздь с крючка, и вот эти детальки тоже снимаю. Немножко уменьшу их стебель, буквально до 3-2 звеньев. Накидываю виноградинку, затем накидываю стебель и затем накидываю опять виноградинку. Так, и соединяю все это дело парой, как обычно, бордовых резинок. У нас получилось завершение уже грозди. И поэтому мы сейчас сделаем наращение из пар бордовых резинок. То есть я беру пару, накидываю на крючок, протаскиваю сквозь другую пару. Еще пару беру, протаскиваю сквозь те резинки, которые есть на крючке. И вот такая гроздь у нас на данный момент получилась. Она даже не влезает вся в область записи. Но, кроме самих виноградинок, нам желательно сделать и листья. Поэтому давайте приготовим наш станок и сделаем листочки. Я один ряд сниму и поставлю его в стандартную позицию, чтобы все отверстия столбиков смотрели на меня. И для плетения листка буду использовать зеленые резинки. Беру одну, накидываю с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. С левой стороны тоже так накидываю. По правому ряду вниз накидываю 4 резинки последовательно. По левому ряду тоже накидываю 4 последовательно. Соединяю с крайних рядов к центру по диагонали, накидывая вот так резинку и вот сюда. И теперь центральный ряд тоже забиваем резинками. 1, 2, 3, 4, 5. И еще одну резиночку накинем, чтобы листок на конце у нас получился более острым. На последний столбик накинем одну резинку и закрутим ее 4 оборота. Накинули 1 оборот, закручиваем второй, закручиваем 3 и 4 оборот. Далее накидываем поперечные резинки на вторые столбики каждого ряда одну, следующую на 3 столбики каждого ряда, на 4 столбики и все. Теперь приступаем к процессу плетения. Заводим крючок в последний столбик, отодвигаем резинки, изнутри захватываем одну самую нижнюю и накидываем вперед. Здесь захватываем резинку, которая находится выше всего. И у меня эта резинка относится к центральному столбику, я ее накидываю вперед. И вперед гоню весь этот центральный ряд, захватывая резинки изнутри и накидывая их на впереди идущий столбик.
центральным рядом расправились, теперь продолжаем. Захватываем резинку, которая выше, она относится к столбику правого ряда, и плетем правый ряд. Отодвигаем поперечные и изнутри захватываем резинку. Теперь захватываем здесь и накидываем на последний столбик центрального ряда. Левую сторону тоже также плетем. Все сплели. Теперь заводим крючок в последний столбик центрального ряда сквозь все резинки и аккуратно снимаем получившуюся конструкцию со станка. У нас получился листочек, а точнее одна деталь листочка. Вам нужно сделать еще две точно таких же детали. Они у меня уже предварительно сделаны, потому что виноградный лист у нас состоит из нескольких вот таких звеньев. Два листочка у меня накинуты на один крючок, и третий листочек я тоже перекидываю на крючок, чтобы все они у меня были на одном крючке, и я смог их соединить. Так, все три накинуты. Теперь возьмем пару зеленых резинок, накинем на кончик крючка и снимем на эту пару все вот эти заготовочки, аккуратненько, не захватив ничего лишнего. Вторую часть этой пары накидываем на крючок и делаем петельку, проводя одну часть внутри другой части этой зеленой пары. И вот такой листок у нас получился. Если хотите, вы можете сделать еще один точно такой же листок. Я его сделал предварительно. И сейчас мы прикрепим его к нашему стеблю. И делаем это очень просто. Заводим, сейчас у нас на крючке есть листок, и заводим крючок в те петли, которые у нас здесь, скажем так, остались, висят. Завели в петли стебля. Теперь берем две, или можно зеленые использовать резинки, или все те же бордовые. Накидываем на крючок и протаскиваем сквозь резинки стебля и сквозь зеленые резинки, которые у нас относятся к листочку. Вот один листок у нас прикреплен, и точно так же я сейчас прикреплю и другой листок. Вот он у меня здесь сделан. Аккуратно снимаю петли, накидываю листок, далее пару бордовых, протаскиваем ее сквозь все вот эти резиночки и вторую часть накидываем на крючок. И увеличиваем слегка этот стебель. Кстати, уже можно брать не по 2, а по 3 резинки, чтобы кверху стебель был более толстый. Я 3 резинки беру, протаскиваю их изнутри, вторую часть накидываю на крючок. Еще беру 3 резиночки, накидываю на крючок и протаскиваю их изнутри. Вторую часть обратно возвращаем. Даже можно, наверное, чем выше, тем толще сделать. Сделаем поэтому 4 резинки теперь. И еще разочек 4. Теперь, чтобы наша конструкция не распустилась, мы ее закрепим с помощью 2 бордовых резинок. Я их накидываю на крючок, протаскиваю вот здесь и делаю из них петельку, проводя одну часть этой пары внутри другой части пары и затягиваю, насколько позволяет прочность ваших резинок. И наш виноград очень красиво получился и, в общем-то, готов. Я думаю, что он станет отличным декоративным украшением вашей комнаты, вашей кухни или вашего рабочего места, напоминая о лете, напоминая о вкусняшках, и тем более улыбочкой тоже будет радовать вас. Я надеюсь, что этот урок был для вас понятен, несмотря на то, что немножко он сумбурный как-то получился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши впечатления и отзывы. До новых встреч! Пока!